Всем привет! Вы на канале Пара Спиц, и с вами я, Тоня Февралева. Я вам сегодня, мои дорогие вязальщицы, хочу показать вот такую вот нежную, тонкую, красивую резинку. Она, посмотрите, как неплохо держит форму. Посмотрите, да? Очень хорошо, хотя казалось бы такая широкая, но вот так вот неплохо держит форму. Еще смотрите, я когда вязала эту резинку, я чуть-чуть провязала лицевой гладью, чтобы было видно, да, какая она тонкая, изящная. И смотрите, что я придумала. Было бы классно лицевой гладью шапку и вот такой вот красивый отворот. Классно? Прям, мне кажется, очень красиво. Да даже двойную можно связать вот этой вот резинкой, а внутри тонкой пряжей, чтобы не продувало, и будет вот такая вот красота, милота. Очень красиво смотрится на руке. Посмотрите, как изящно, невесомо. Я вот люблю такие свитера минималистичные, когда красивый манжет и просто лицевая гладь. Очень смотрится нежно. Вот такая вот изнанка. Я вам покажу, как вязать эту резинку для поворотного вязания и для кругового. Здесь я вязала в одну ниточку тонкую. То есть, смотрите, очень тонкая пряжа, красивая. Здесь я вязала в две, чтобы показать, как на толстой пряже будет смотреться. Дырочки более закрытыми становятся. То есть, да, здесь подырявее смотрится. Здесь более закрыто и тоже очень красиво. Мне кажется, вот из толстой пряжи классно связать прям весь рукав. Будет здорово смотреться. Вязать такой узор достаточно легко. Справится начинающая вязальщица. Если вы умеете вязать лицевую и изнаночную петлю, то у вас все получится. Я покажу, как вязать каждую петельку. Если вам пока все нравится, прекрасный голос, хороший узор, то обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы меня не потерять, такую неповторимую девчонку. И, конечно же, поставьте лайк, поддержите меня, напишите в комментариях, может быть, вы что-то вязали уже из такой резинки, как вам она, может быть, вы с какой-то другой пряжи вязали. Для поворотного вязания нам нужно с вами набрать количество петель кратное 8. То есть мы набираем 8, 8, 8, 8, 8, любое количество раз по 8 набрали, и в конце добавим 2 петли кромочные. То есть это петли, которые у нас образуют, смотрите, вот по краю идет цепочка. Вот это кромка. Эти 2 петли кромочные провязывают по-разному, но как минимум 2 петли у нас должны быть кромочными при поворотном вязании. И за эти петли потом сшивают изделия, то есть они не входят в узор. Они нужны для сшивания, для оформления края, для того, чтобы начать, например, вязать вот так в эту сторону. Я обычно вяжу кромочные петли так, первую снимаю, а последнюю провязываю изнаночной. У меня есть плейлист, сборник с кромками. Вы туда зайдите и посмотрите, какие еще есть варианты кромочных петель. Я набираю количество петель кратное 8. Я наберу 2 раппорта. 1, 2, 2 петли, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 раппорт набрала. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Второй раппорт набрала. И 2 кромочные в конце. Набрали петли и сразу же начинаем вязать первый ряд. Первый ряд кромочная петля, снимаем не провязывая. Дальше раппорт 3 петли изнаночные, 2 петли лицевые, накид, 1 петля лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Разворачиваем 2 петли левыми стенками вперед и провязываем их вместе за заднюю стенку.
Это раппорт, и мы его будем повторять до конца ряда. Повторяю снова раппорт. 3 петли изнаночные, 2 петли лицевые, накид, 1 петля лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, развернула левыми стенками вперед и провязала вместе лицевой. Последняя петля у нас будет кромочная. Второй ряд кромочная петля. Далее вяжем все петли по узору, то есть видим перед собой изнаночную петлю, провязываем ее изнаночной. Следующая тоже изнаночная. Дальше у нас накид, накид мы провязываем изнаночной. И так вот какую петлю видим, так ее провязываем. Дальше передо мной лицевые петли, я их провязываю тоже лицевыми. Все по узору. Накиды провязываем изнаночной петлей. Последняя петля кромочная. Третий ряд кромочная петля. Далее раппорт. 3 петли изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Для этого мы разворачиваем правой стенкой вперед 2 петли, возвращаем на левую спицу и провязываем их вместе лицевой за переднюю стенку. Дальше 1 петля лицевая, накид, 2 лицевые. Повторяем этот раппорт до конца ряда. 3 петли изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, накид, 2 лицевые. Последняя петля кромочная. Четвертый ряд кромочная петля. Далее опять вяжем все петли по узору. Накиды провязываем изнаночной петлей. Вот и все. Вот и весь узор. Повторяйте эти 4 ряда на нужную вам высоту и получите вот такую вот красоту. Очень легко и очень красиво. Для кругового вязания раппорт узора 8 петель, уже без кромочных, и вязать будем 4 ряда. Набирайте нужное количество петель, кратное 8, и сразу же начинаем вязать первый ряд. Первый ряд раппорт. 3 петли изнаночные, 2 петли лицевые, накид, 1 петля лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, разворачиваем левыми стенками вперед и провязываем за заднюю стенку 2 петли. Повторяем раппорт. 3 петли изнаночные, 2 петли лицевые, накид, 1 петля лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Закончили первый ряд. Переходим по второму. Я ориентируюсь по хвостику, то есть вот у меня хвостик, это начало и конец ряда. Второй ряд мы вяжем по узору. Изнаночные петли провязываем изнаночными, лицевые петли провязываем лицевыми, накид провязываем лицевой петлей. Доходим до конца и переходим к последнему, четвертому ряду. Последний четвертый ряд вяжем все петли по узору. Накиды провязываем лицевой петлей. Повторяйте эти 4 ряда и получите такую вот красоту. Ну что ж, дорогие мои вязальщицы, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, что вам пригодится этот узор. Свяжите образец, посмотрите его, пощупайте. Если что-то уже вязали, напишите нам, мы будем читать, нам всегда очень интересно. С вами была Тоня Февралева. Всем вам спасибо большое, что уделили мне время. Надеюсь, я оказалась для вас полезной. Я вам желаю всего самого хорошего, здоровья, всего хорошего вам и вашим близким. С любовью, ваша Тоня Февралева.